Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня я вам начну показывать, как делать вот такой вот гамак. Наконец-то я дождалась заказа. Мне заказали такой гамак большой. Буду вам показывать. Работы здесь много, поэтому видео я разделю на две части. Это будет первая часть. Так, беру я маленькое колечко. Это будет верхнее колечко для начала. Оно сделано из трубы 18 мм, а диаметр самого обруча около 36 сантиметров, возможно, 38 сантиметров. Оно сварено и покрашено. Здесь у меня немножко не очень удачно стоит камера. Сейчас я приматываю кончик веревки, чтобы начать обматывать. Сейчас я маленько передвину, у меня тут будет лучше видно, что я здесь такое делаю. Так, вот видите, я привязала кончик и начинаю обматывать. В принципе, как обматывать, я уже неоднократно показывала в своих видео. Наматывать надо в одном направлении. Если вы начали, например, сверху, значит, надо так и продолжать делать. Как всегда, я делаю 10 простых витков и один закрепляющий. Сейчас я покажу вам, как закрепляющий. Вот это вот простые витки, когда просто перекидываю через трубу. Вот это, кстати, был закрепляющий. Сейчас дальше будет видно. Так, вот смотрите. Вот видите? Рукой протягиваю в образовавшуюся петельку клубочек, чтобы маленько зафиксировалось. В случае, если веревка в конечном итоге когда-нибудь повредится, чтобы обруч весь не размотался, я вот такими закрепляющими витками фиксирую. То есть я плету где-то 10 витков простых вот таких и один закрепляющий, фиксирующий. Так, теперь я навешиваю веревки. 6 штук по 6 метров беру полиамидные веревки, сложенные пополам. 6 штук по 6 метров. Это будет внутренняя часть строп, чтобы веревки не растягивались, чтобы стропы не растягивались при посадке человека. 6 штук по 6 метров. Теперь беру 6 штук по 17 метров полиэфирный шнур, также сложенный пополам. Отрезаю 17 метров и складываю пополам. Также навешиваю 6 штук. Этими веревками я буду оплетать стропы, поэтому они длинные. Теперь беру 6 штук по 6 метров. Полиэфирный шнур, также сложенный пополам. Но вот эти вот 6-метровые веревочки, их надо отметить. Это тоже будет внутренняя часть строп. И чтобы в общей куче их не потерять, я каждую веревочку, то есть из одной 6-метровой веревки получается 2 рабочие нитки, когда складываешь пополам. И вот каждую вот эти вот обе веревочки рабочие нити, их надо обязательно петельками отметить. Сейчас мне будет видно. Я просто на 3-й веревке вот покажу. Когда плетешь изделие, не всегда соображаешь вовремя, что надо показать, на что обратить внимание. Вот сейчас на этой веревке я вам покажу.
Вот видите, у меня один узел просто на 2 веревках. И вот я делаю вот такие вот узелочки на каждой рабочей ниточке, вот, которые у меня по 6 метров. Я вам потом покажу, зачем это надо. Будет видно, когда я буду на стропы делить этот общий пучок. Сначала один узелочек я делаю просто обе ниточки вместе совместить, чтобы они у меня не скользили. И вот каждую веревочку вот таким образом я отмечаю. Так я делаю только на 6-метровых веревках вот полиферного шнура, чтобы их отличить от 17-метровых, когда буду плести. Их можно отмечать каким-то другим способом, каким вам удобно. Возможно, я не знаю, ниточки какие-нибудь привязать на эти веревочки. И главное, их важно отметить, чтобы вы их потом в общей куче не потеряли, вот эти веревочки 6-метровые. Дальше будет видно, зачем это надо. Ой, так, слушайте, я вам не сказала, задумалась. Вот я взяла еще отдельно 2 веревочки по 2 метра. Я их сложила пополам, отметила серединку тоже узелочком, чтобы не потерять эту серединку. И начинаю оплетать этот пучок общий отдельными веревочками. Плету квадратные узлы. Квадратные узлы я тоже неоднократно показывала в своих видео. В конце видео я вставлю ссылку, кто не знает эти узлы, на видео. То есть, если кто-то захочет, наконец перемотает и там посмотрит, по ссылке перейдет, кому надо. Еще раз повторяться, квадратные узлы показывать не буду. Плести количество вот узлов, это смотрите как бы на глаз, кому сколько надо. Важно затягивать потуже, чтобы общий пучок, чтобы потом они не скользили, между собой не гуляли. Просто на глаз определяйте. Это вот будет сначала плету я первую половину петли, одну половину.
Вот надо посчитать, сколько у вас получилось узелков на этой половинке. Теперь я узелочек средний, который вот фиксировал половинку на 2-метровых веревках, я ее развязала, перевернула петлю, и теперь я ее плету с обратной стороны. Надо сплести такое же количество узлов, как и на первой половине вы плели. То есть, допустим, если у вас получилось там штук 15 или 20 на одной стороне, значит, такое же количество надо повторить и с обратной стороны, чтобы середину всех этих веревок не потерять. Вот видите, я сплела такое же количество, теперь можно проверить, достаточно длинной получается петелька или нет. Вот я посмотрела, нет, не хватает, и я сейчас еще добавлю пару узлов с одной стороны и пару узлов, соответственно, с другой стороны. Все, вот я посмотрела, теперь мне показалось, что достаточно. Сейчас я буду фиксировать обе стороны в один пучок. Делать петлю. Так, я вот сейчас здесь расплетаю вот на этой стадии один узел, вот который фиксировал обе веревочки вместе, вот который 6-метровый я навешивала. Веревочки, которые вот узелочки, которые на каждой веревочке по отдельности, я их не трогаю, они мне еще пока нужны. Убираю только один верхний узел, который фиксировал обе веревки вместе. Я этот узелок делала только единственное для чего, чтобы веревки не перекосились, потому что пучок уже наверху был большой, могли просто маленько уехать в ту или другую сторону. Мне это не надо было, поэтому, чтобы середина веревок не изменилась, не перекосилась. Сейчас уже сверху веревки зафиксированы, этот узелок можно убирать. Все. Сейчас я беру еще веревочку, я не знаю, 1,5 метра, возможно, длиной. Краешки подпаливаем. Этой веревочкой я делаю... смотрите, сначала я еще делаю квадратный узел на общем пучке теми же веревками, которые я оплетала. Пучок. С одной стороны 2 веревки взяла и с другой стороны 2 веревки взяла и сделала один квадратный узел на общем пучке.
сверху сейчас я еще сделаю один узел. На ссылку, которую я вам покажу, оставлю в конце видео. Вот этот узел там тоже будет. Я не знаю, как он называется. Здесь важно плотно наматывать и плотно затягивать. Прям со всей силы, чтобы петля не скользила, когда будет кресло использоваться. Так, сейчас я просто подтягиваю веревочки, полиэфирный шнур, чтобы они в петле выровнялись, чтобы узелочки легли поровнее. Слегка поддергиваю, сильно с дуру тянуть не надо. Так, общий пучок у меня готов. Теперь, так как изделие у меня будет в основании обруч большой, 130 сантиметров, это большой обруч. И чтобы балансировка кресла держала лучше балансировку, я делаю 6 строп. И мне надо прикрепить будет маленький обруч сверху. Сначала делю на 6 строп вот этот общий пучок. Беру в левую руку 2 белых веревочки. И 2 веревочки с узелочками, которые мы выделяли из общего пучка, чтобы можно было найти. Эти веревки, 2 белых и вот 2 с петельками, это будет внутренняя часть строп. Мы их будем оплетать. Вот я беру в левую руку эти веревочки и 2 веревочки беру длинные, которые были по 17 метров. Их я распределяю, одну с левой стороны, другую с правой стороны от этих внутренних веревок. Вот смотрите, видите, веревки длинные, внизу большое количество их, они путаются. То есть прежде чем плести, нашли вы эти 2 веревочки, как я вот сейчас делаю, их надо вытащить из этой общей кучи, потому что они путаются в начале. Все веревки длинные, закручиваются, путаются. Сначала их надо вытащить, эти 2 веревочки. Так, все, видите, я их бросила. И теперь 2 белых внутри, 2 с петельками тоже внутри. В левую руку я их складываю вместе. А вот длинные, видите, распределяю одну с одной стороны, другую с другой стороны, одна с левой, другой с правой, и начинаю плести квадратные узлы, цепочку из квадратных узлов. Начало плетения всегда слегка геморройное, нитки длинные, путаются. Я обычно эти моменты как бы вырезаю, а тут я это видео решила плетение этого кресла сделать все-таки более подробным, потому что многие не понимают, когда быстро показываю. Поэтому это видео более подробное. Вырезаю меньше. Протягиваю веревки длинные. Видите, я как протягиваю их. Я плету квадратные узлы, цепочку из квадратных узлов.
Стропы полностью я пока проплетать не буду. Сейчас на этом этапе задача распределить вот этот общий пучок на 6 строп. Таким образом, как я показывала. Так, вот смотрите, сейчас я собираю вот эти все веревки вот от этой стропы. Я пока проплела маленько, мне достаточно на этом этапе. Видите, я их связываю в отдельный моток и подняла вверх. У меня там планка деревянная, мне здесь ее не видно. Чтобы просто эти веревки не мешались, потому что путаются. Вот опять беру 2 веревки белых, 2 веревки с петельками, вкладываю их в левую руку. Это будет внутренняя часть второй стропы. И вытаскиваю из общего пучка 2 длинные веревки. Кстати сказать, вот когда мы оплетали верхнюю петлю, у нас оставались веревочки от оплетки, от обмотки, вот которые обматывали веревочки, вот эти покороче, которые веревки, они у нас в плетении участвовать больше не будут. Их тоже надо постепенно распределить в стропы, внутрь строп. То есть некоторые стропы у меня состоят из 2 веревок внутренних, 2 веревок, которые 6-метровые с петельками, и 1-2 добавляла веревочки, вот эти, которые короткие, внутрь строп, чтобы их закрепить, чтобы их не было видно. Ну и стропы потолще выглядят как бы симпатичней. Вот видите, я от одного узла тоже сейчас вот от верхней вот эти короткие веревочки добавляю вот в эту стропу. Забыла сразу ставить, и вот сейчас я их просто добавила от обмоточного узла, которым обматывала. Их надо добавлять, когда они, вот вы понимаете, что уже по плетению, что вот они рядом находятся с нужными, вот, которые вы плетете стропу, вот в нее и вкладываете. Не принципиально, куда они попадут, в какую стропу. Просто, чтобы смотрелось изделие аккуратно. Также плету квадратные узлы. Буквально, я не знаю, сантиметров 10 проплести. Больше пока не надо. Даже может поменьше.
Также сматываю эти веревки пока, чтобы они просто не мешались. Веревки длинные, путаются. Пока я их убираю просто в сторонку. Если у вас есть возможность куда-то их вот таким образом прибрать, лучше это сделать. Но это не обязательно, опять же, делать не обязательно. Если некуда, значит, не делайте это движение, как я сейчас. Так, третья стропа. Опять также 2 белых, 2 с петельками внутрь стропы и 2 длинных. Но прежде чем сплести, эти веревки надо вытащить и расправить. Вот эти 2 белых, 2. Сейчас я вот положила тоже какой-то остаток от оплеток. Мне попался в руку. Вот они, видите, я беру. Две с петельками, 2 длинных. Длинные распределяю с левой и с правой стороны от внутренней части стропы. И также начинаю просто оплетать квадратными узлами. Таким образом я делаю все 6 строп, распределяю.
Вот на этой стадии все вот уже стропа 6. Теперь я развязываю узелочки, которые вот были отмечены внутренние 6-метровые веревки. Все, эти петельки мне больше не нужны. По стропам я распределила общий пучок. Сейчас просто я распутаю вот эти веревочки, что у меня тут внизу остались. И то, что я отмечала, то, что я убирала вверх предыдущие стропы, их я тоже сейчас освобожу. Вот они у меня получились. 6. Намечено у меня 6 строп. Сейчас, прежде чем плести дальше вот эти стропы, я привяжу колечко, которое я плетала в начале видео. Узел, которым я привязываю, тоже будет по ссылке в конце видео. Кто часто заходит уже на мои видео, уже видели этот узел. А кто первый раз зашел и плести не умеет, хотя я уже сколько раз говорю, что эти изделия не совсем для начинающих. Хотя бы основные базовые узлы знать надо. Или потренироваться на чем-то менее затратное по материалу и по трудозатратам, чтобы понять, надо вам это или нет. Так, тут задача каждую стропу, внутреннюю часть, обратите внимание, я подвешиваю вначале только на белой веревке. Это внутренняя часть строп. Они мне нужны для прочности, потому что вот верхние веревки, которыми я плетаю, это полиэфирный шнур. Он смотрится красиво. Он прочный, в принципе, он прочный. Я делала из него одного. И изделия держатся, и не порвались. Но они дают усадку. Когда человек садится, они растягиваются и достаточно прилично в начале. Я не знаю, сантиметров 15-20 смело осядет кресло. Чтобы этого не происходило... еще знаете из-за чего? Вот на белые нитки, полиамидный шнур, я их беру у такого производителя, который дает гарантию на них. Но у него есть разрывная нагрузка на эти веревки, потому что они больше предназначены для всяких технических каких-то целей. А вот полиэфирный шнур, он идет как декоративный шнур, и на него по ГОСТу не требуется разрывная нагрузка, на нее просто нету, хотя он тоже прочный. И поэтому внутрь строп я вставляю вот такую вот веревку, полиамидную нить. Она свыше 400 килограмм выдерживает одна веревочка. Соответственно, когда их несколько, значит нагрузка еще и увеличивается. На всякий случай, мало ли кто сядет на эти кресла, какого веса человек. Хотя, конечно, сильно объемных я не представляю. Но вот, например, на этот гамак точно могут лечь 2 человека. Все равно, килограмм 200, чтобы выдерживал это кресло, надо, как минимум, этот гамак. То есть все 6 веревок равномерно. Сначала я просто, на глаз делаю. Сначала я прицепляю все 6 строп, а потом я их буду выравнивать.
и по длине, и чтобы между ними было расстояние нужно. Пока я просто как бы наживульку делаю. Эти 6 строп у меня не будут выполнять декоративную функцию. Они именно для усиления нагрузки разрывной. Декоративные стропы и декоративную спинку я буду делать потом. Сначала мне нужно проплести стропы, зафиксировать. Во-первых, целесообразнее сначала проплести все-таки, чтобы эти веревки в плетении, в декоративном плетении уже не мешались, не путались. Поэтому я сначала проплету вот эти стропы все. Вот видите, я такими вот движениями подтягивающими, как рычаг, натягиваю равномерно. Задача, чтобы колечко висело параллельно полу. Тут можно линеечкой померить расстояние от петли до кольца. Можно на глаз делать. У кого какой глазомер, кто как. Я на глаз делаю. Но поначалу, когда вот еще только начинала плести, в принципе, линейки тоже пользовалась. Или сантиметром. Так, все. То, что вот я планировала на данном этапе, я сделала. Выровняла, привязала все 6 строп к колечку. Теперь я буду доплетать эти стропы сначала до колечка, а затем дальше вниз будут идти. Вот эти белые стыковки с маленьким колечком я буду убирать потом. Сначала я проплету стропы. В следующем видео я вам уже покажу декоративную часть верхней части, спинку и передние широкие стропы, как плести. А на сегодня пока хватит. Всем удачи!